И еще моцареллу тебе надо. Cheers. Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать к нам домой. Новая неделя, новое блюдо, и сегодня мы будем готовить пиццу. Не все ее любят кушать, но не все ее могут готовить. И сегодня Камран нам покажет, как ее надо приготовить. Так как я сам не умею, мы будем учиться вместе. Поехали, друзья. Что нам сегодня понадобится? Для нашего теста нам понадобится 1 килограмм муки, 2 чайные ложки соли и 1 чайная ложки сахара, 7 грамм дрожжи, воды, теплая, чтобы была, и мы посмотрим сами по тесте, сколько нам понадобится. Потом и оливковое масло для вкуса. Так, начнем, Фарид? Так, берем нашу чашку. Нам понадобится наша мука сейчас. Да, ты будешь помогать, ты будешь ее это внутрь делать. И для чего мы это делаем? Чтобы наше тесто хорошее, пышное было. Угу. Подожди. Ну, добавляй. Ну, не все делай. Чуть пусть останется. Так сделал, чтобы где-то еще 100 грамм осталось. Ну, так хватит. Вот это будет 100 грамм. Значит, мы сейчас 900 грамм использовали, да, муки? Да. Угу. Сюда мы добавляем наш сахар и соль. Его, кстати, уже размешали, да? Да. Так. А честно сказать, не волнует, что это по одному нет. Просто сахар и соль добавляйте. Так, нам понадобится сейчас 7 грамм дрожжи. Так, где-то 7 грамм будет. Ее сухой вот так добавляем. Сейчас, Фарид, я буду ее по чуть-чуть размешивать, а ты добавляй это воды. Окей. Давай, добавляй воды. Еще больше. Добавляй, добавляй. Я думаю, это вся вода нам понадобится. Все добавил? Да, добавляй все. Ну, вот это где-то 500 миллилитров был воды. Фарид, это оливковое масло мне налей сюда. 1 столовую ложку где-то. Говори стоп. Наливай. Еще чуть-чуть. Стоп. Так, друзья, вот тесто у меня уже почти готово. Переходим к столу. Пать, можешь туда это муки? Так. Вот тут это можете вот тут держать ее, тесто свое. И вот это вытягиваете, обратно ставите и нажимаете на нее. Угу. Это чтобы оливковое масло, да, наверное? Ну, чтобы все хорошо размешалось. Друзья, теперь закрываем наше тесто и ждем полчаса, чтобы оно подошло. И что, мы теперь через полчаса будем пиццу готовить, что ли? Нет. Через полчаса мы ее опять в порции разделим. И еще раз где-то 2 часа она должна будет отдохнуть, чтобы она еще раз поднялась и чтобы она
хорошая, пышная стала. Мгм. И потом сможем ее готовить. Супер. Все, будем ждать. Все, Фарид, наконец-то наше тесто подошло. Начнем ее делить. Мгм. И сколько мы пиццу вытащим? Мы вытащим 4 пиццев из этого. Где-то 30 сантиметров каждый будет. Мгм. Вот начнем муку на стол. Так. И вытаскиваем наше тесто. Вот так. Тесто мягкое. Тесто пушистое. М. Ну, всё. И это мы делим 4 куска. Кстати, ее можно это руками просто тоже делить, если у тебя вот такой вещи? нет? Можно. Я покажу, как это можно делать. Вот мы разделили их. Можно вот так взять. Как делают же моцарелла. Просто вот так шарик делаешь. Туда нажимаешь, она выходит. Мгм. И потом вот ты один тоже возьми. Вот тут эти части вниз делаешь. И вот так ладони тут нажимаешь внизу, крутишь. Чтобы она красивые шары были. Так что ли? Мгм. Смотри, чтобы внизу они приклеились. Вот видишь, это неправильно. Мгм. Она должна вот нажимаешь туда, чтобы это на друг друга приклеилось. Мгм. И нажимаешь вот. Видишь? Чтобы она закрылась хорошо. Потом сюда муку делаем. Тоже тебе сейчас дадим вот. И ставь. Один. Еще один тебе и один мне. Вот мой второй. Так что? Ну, пойдет. Я беру муку, на нее чуть-чуть. И мы это опять открываем на 2 часа. Мгм. И все. Опять должны ждать 2 часа. Я уже это приготовил, нам 2 теста. Можем с ними начать. Мгм. Что делаем? Возьми свое тесто одно. Аккуратно будь. Да. Будь очень аккуратный. Так. И на муку ставить? Да. Так сделай, чтобы у нее низ весь в муке был. Потом переворачиваешь ее. И вот тут уже нажимаешь по чуть-чуть. Аккуратно открываешь ее. Угу. Аккуратно будь, чтобы в середине она не порвалась. Мгм. Ну, тогда только с края, да, Да. открывать? Я тоже видел, так делали люди. Это как делается? Будь аккуратно, зачем? Это кулак ставят. Это я сам даже еще не умею 100%. Вот так открываешь ее по чуть-чуть. Мгм. Ну, у меня уже И вот нормально. это вот так нажми, чтобы это у тебя было это так красиво. Корочка, да, чтобы была чтобы по корочка концу. была. Итак, она готова. У меня как будто корочка не получается. Хорошо это. Мгм. Ну, ты какой будешь делать пиццу? Я самую легкую буду делать, маргариту. А я тогда quattro fromage. Ну что, чем начнем? С первого томат, да, наверное? Тебе томат нужен будет. Сейчас ложку возьму. Но перед как ты это сделаешь, я бы лучше тебе сказал бы, чтобы ты взял бы свое тесто, переставил уже, на чем ты его будешь готовить. Угу. Знаешь, скажем, на это переставь ее. Давай. Аккуратно. Так. Угу. Вот так.
Ну, вот так. Стоп, вот это хорошо. Угу. Теперь бери одну ложку. Ложку возьму быстро. Немножко Мне это- большевато, Ну, но... это наоборот хорошо. Сейчас Держи сперва на своем. Но я не буду использовать, но я тебе скажу, вот, бери чуть помидорную пассата поставь, Угу. и вот так ее надо будет крутить, чтобы открывать это весь Ага. соус. Слишком много соуса тоже не используй. Можно еще поставить. Так. Но это тоже... На смотришь- корочку не надо, да, вроде? Нет. Но это тоже вот смотреть на вкус. Кто любит больше там помидорный это соус, он больше ставит. Я думаю, вот это хватит нам. Теперь, что нам надо для маргарита? Сыр. Сыр и еще. И еще. Говори ты. Моцареллу тебе надо. И базилик. Базилик. Можно еще вот это вот, да, Конечно. сюда? Что, начинаем, да? Думаю, все, если поставишь, тоже хорошо. Все использовать? Я думаю, не надо так много. Или оставь мне чуть-чуть. Я думаю, вот это хватит. Так. Немножко этого Да, сыра другой или- сыр, и на конце это базилик, и на нее это накрошу. Мгм. Как думаешь, хватит? Может, еще чуть-чуть больше. Мы же ведь любим сыр. Ну Так. да, базилик еще. Много, мало. Смотрите, сколько. Ну, опять же, на любителя, да, наверное? Да. Хватит это. Это много даже немножко. Мгм. Края немножко. Ну так. Супер. Ну все, твое готово. Вот так. Теперь переходим к твоему. Нет, давай сперва твой это сперва в огонь поставим, а то если я так сделаю, сейчас она будет тяжелая. А твоя уже может хорошо приготовиться. Пока твоя пицца готовится в духовке. Кстати, я забыл сказать, духовка должна на 300 градусов стоять. Если нет, то тогда хоть на максимум сколько можете поставьте. Сколько минут? Скажем 8-10 минут. Вот так это хватит. Так, начнем мою котро фромаджи делать. Нам понадобится оливковое масло. Так. Первый базис это сыр. Это простой молодой, да? Да, тертый молодой сыр. Угу. Так, побольше, чтобы было хорошо. Моцарелла. Такими большими кусками, да? Да. Он это весь растает. Угу. Будет очень аппетитно. Так, этот сыр. Козий сыр. На секунду забыл, какой сыр это был. Так. Рокфор. У него чуть-чуть горький вкус есть, который очень подходит этой пицце. И вот так у нас уже 4 сортов, да, сыра? Да. Я побольше Рокфорта ставлю, потому что у нас мама очень любит этот сыр. И бабушка вообще обожает этот сыр. Да. Вот так. Для меня это готово.
Сейчас еще чуть-чуть подождем, твоя должна уже почти готова быть. К этому сыр не идет, да, базилик? Нет, не идет. Это просто Чисто все вкусы. сыр. Да, чистый это сыр вкус. Я думаю, твоя готова. Может, тоже пойдем посмотришь? Сейчас пойдем. Охо-хо, смотри, какой сыр. Подожди, я тебе помогу. Подожди. Опа. Так, я знаю, что вы думаете, друзья. Что это не мой первый раз, но это мой первый раз так получилось. Давай сейчас мы эту пиццу переставим. Ага. Сюда поставь, ага, ничего не Немножко будет. этого. Окей, еще поставь, чтобы не приклеилась она. Ох, у меня уже чуть-чуть она приклеилась. Так. Все. Сейчас ее чуть-чуть это обратно поставим. Чуть трудно она переставилась. Так. Давай я И давай эту духовку ты поставь. Ты уже начинай резать. Смотрите, какой вкусная пицца. Ох. Какая хрустящая, да, тоже? Точно не это первый раз ты делаешь пиццу? Ничего? Хочешь пробовать? Еще чуть время. Хорошо, она приготовилась, смотри. Да, хрустящая, хорошая. Что, попробуем? Cheers. Супер. Вкусно. Мы даже в Италии такой вкус не ели, да? Ты не был в Италии. Не, в Италии, наверное, вкуснее делают. Но это тоже очень хорошая пицца. Вот он наш результат. Первый быстро сели. Теперь посмотрим второй, как быстро будут кушать. Пожалуйста. Ай, какая красота. Так. И еще раз, да, порежем? Ну да. Первые куски поварам же. Пицца получилась шикарная, хрустящая. Вот так. Так, смотрите, друзья, какая у нас красивая пицца получилась. Попробуем? Пробуем. Я вот эту возьму. Ох, вот это рокфор, вот это сильно арому дает, вкусную. Я доволен. Очень вкусно получилось, друзья. Очень рекомендую наш ингредиент для теста. Очень легкий рецепт, вы сами видели. И пицца очень такая классная получилась. Если вам понравился наш ролик, наш ингредиент, подписывайтесь. Мы каждую неделю новые рецепты вам будем показывать. Ну вот, до следующей недели.